соединительный столбик, соединительная петля, полустолбик, полустолбик без накида. Все эти 4 названия это все одно и то же, но чаще встречается как соединительный столбик или соединительная петля. На схемах соединительный столбик обозначается либо в виде горизонтальной дуги, либо в виде точки. Это зависит от того, как на схеме изображена воздушная петля. В описаниях соединительный столбик имеет сокращение в виде 3 букв S, S, T, где S это соединительный и ST это столбик, то есть соединительный столбик. На этой схеме соединительный столбик изображен в виде дуги, потому что воздушная петля здесь изображена в виде точки. И чтобы не путаться, соединительный столбик изображен в виде дуги. На этой схеме также соединительный столбик изображен в виде дуги, потому что воздушная петля изображена в виде кружочка. И чтобы не путаться и не рисовать кружочек и точку, просто здесь изображена горизонтальная дуга. На этой схеме соединительная петля изображена в виде точки, потому что воздушные петли здесь изображены в виде овала, и легко распознать, где воздушная петля, а где соединительная. Сейчас для примера покажу, как выполняется соединительная петля в круговом вязании. Например, вы выбрали схему салфетки, скатерти или чего-то еще, что вяжется по кругу. Выполняем самую первую петлю и количество воздушных петель, которые указано на схеме. Я же это сделаю просто так на глаз. Какое-то количество воздушных петель наберу. Вам просто нужно понять смысл. Вот у нас самая первая петля. Первый узелок не считается. В предыдущих видео я об этом говорил. Вот первая петля и последняя, которую мы только что провязали. На крючке, которая петля, она не считается. Теперь, чтобы нам все это дело замкнуть в круг, нам нужно соединить последнюю петлю с первой. И вот в самую первую петельку, вот этот узелок маленький мы не считаем. В самую первую петельку мы вставляем крючок. И у нас сейчас на крючке образуются 2 петли. То есть самая последняя наша петля и теперь первая. И через все эти 2 петли сразу мы провязываем рабочую нить. Все, это называется соединительный столбик, когда провязываем сразу все петли на крючке. То есть мы соединились. По сути, здесь никакой петли нет, точнее никакого столбика. Мы соединились и все. Как правило, соединительными столбиками ряд не вяжется. Бывают схемы, где соединительным столбиком вяжется целый ряд, но это, как правило, обвязка уже конечного ряда для получения более плотного эффекта. Сейчас же, например, первый ряд салфетки или скатерти в основном бывает из столбиков без накида или столбиков с накидом. Я провяжу столбики без накида. Подробнее я остановлюсь и объясню, что это такое в следующих видео. Сейчас я выполняю одну воздушную петлю подъема и в наше это кольцо просто провязываю столбики без накида. И теперь нам нужно соединить наш последний столбик, какой мы провязали, с нашим самым первым столбиком. Вот он, наш самый первый столбик. Вот эта маленькая воздушная петля подъема, она не считается. Вот уже большой столбик, который виден, он уже в нашей цепочке. И в сам столбик мы вставляем крючок. И у нас получается на крючке наша петля и петли столбика. И через сразу все эти петли мы протягиваем нить. Это получается соединительный столбик. Сейчас покажу, как выполняется соединительный столбик в вязании поворотными рядами. Также набираем нужное количество воздушных петель. Просто для примера. И теперь провязываем соединительными столбиками весь этот ряд. Вот в эту петлю, которая самая первая от крючка, мы в нее не вяжем. Почему? Потому что в этой петле у нас уже есть нить. То есть мы не сможем 2 раза вытянуть в одну и ту же петлю нить. То есть получается, я ее вытаскиваю, смотрите. И вот что получается.
То есть эта же нить у меня и так в этой петле есть. Соответственно, этот самый первую петлю мы пропускаем и уже в следующую вяжем. Вставляем крючок под петлю, цепляем. У нас на крючке две петли теперь. Та, которая на крючке, и та, в которую вставили. И теперь сразу через все эти две петли мы протягиваем нашу нить. Вот мы выполнили соединительный столбик. Опять в следующую. Вставили крючок и вытягиваем нить. Соединительный столбик. Вставили крючок и вытягиваем через все петли нить. Опять крючок. Вставили, через все петли протягиваем нить. И таким образом продолжаем вязать до конца. Но, как правило, ряды не вяжутся такими столбиками. Из его названия следует, что этот столбик что-то соединяет. То есть он используется в качестве соединения рядов. В основном это в круговом вязании. А вот так, чтобы просто провязать целый ряд соединительными столбиками, ну, это редко вы встретите такие схемы. Опять повторюсь, это, скорее всего, если вы в схеме где-то встретите, то это будет просто обвязка самого последнего края. Вот я провязал весь ряд. То есть высоты никакой особо этот столбик не дает. Это, грубо говоря, также воздушные петли, просто прикрепленные уже к предыдущим воздушным петлям или столбикам. То есть высоты этот столбик не дает, поэтому, чтобы вязать таким видом столбика целое какое-то изделие, это неэффективно, это будет очень долго продолжаться. Итак, ну вот в принципе и все, что я хотел сказать по поводу соединительного столбика и что это такое. То есть на прямом полотне это выглядит вот так. Это просто коротенький столбик, полустолбик, соединительная петля. Еще так он называется. Вот так он выглядит в круговом вязании. Ну, то есть только для того, чтобы соединиться. В самом вязании это уже другие виды столбиков. На данный момент я показал, что это столбик без накида. На этом я остановлюсь немного попозже в другом видео. Все, вот что такое соединительный столбик. То есть он что-то соединяет. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд, до скорого.